Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Знаю, что многим кажется, что шить лоскутное одеяло– это очень долго и тяжело. Но есть несколько хитрых приемов, которые позволят шить быстро, просто и красиво. Сами знаете, что в лоскутном шитье самое сложное– красиво объединить ткани разных цветов. Самый простой прием – создать четкий графический рисунок, а внутри него уже делать сияющие переливы из лоскутков. В качестве основы возьмем два цвета – насыщенный зеленый и бледно-желтый. Из них нашьем заготовок квадратов, составленных из двух треугольников. Как это сделать быстро? Есть несколько приемов, но мы воспользуемся способом, при котором у нас получится сразу 8 таких деталей. Для этого возьмем два квадрата размером 21,5 на 21,5 сантиметров. Вы можете взять свои размеры. Сложим их вместе лицом к лицу. Потом в этих квадратах нарисуем две диагонали, а потом через центр проведем два перпендикуляра. Не надейтесь на свой глазомер, воспользуйтесь линейкой. Дальнейшая наша задача – сделать строчки по обе стороны от диагоналей, а дальше мы все тщательно проутюживаем и режем по нарисованным линиям. И у нас получается сразу же 8 заготовок. Их разворачиваем, проутюживаем и подравниваем. Для дальнейшей работы понадобятся полоски ткани шириной 5,5 см, а длиной сколько получится. Ими мы будем обшивать наши заготовки со стороны темного треугольника. Специально можно ничего не подбирать. Главное, чтобы подходило по размеру. Если позволяет длина ленты, то нашиваем на нее сразу несколько заготовок. Следующая обязательная операция – это работа с утюгом. Отгибаем полоски и проутюживаем их с паром. А дальше мы их тщательно промеряем и разрезаем на отдельные детали. А уже после этого пришиваем вторую полоску. Точно так же пришиваем третью и четвертую полоски. Все детали тщательно проутюживаем с паром, а дальше обязательная процедура – подравниваем заготовки. Как бы мы ни старались шить ровно, ткань – это ткань, перекосы и деформации неизбежны. Удобно подравнивать с помощью прозрачной линейки. Так мы сразу же видим, где именно находится середина, и отрезаем лишнюю ткань. И получились у нас очень симпатичные, аккуратные квадраты размером 17 на 17 сантиметров. Я посчитала, что мне надо 48 таких квадратиков. Столько их и нашили. А вот теперь уже можно попробовать выложить из них какой-нибудь интересный узор, поперекладывать разными способами. Смотрите внимательно, выбирайте, что именно вам больше понравится. Вообще, выкладывание узора – это и самый интересный, и самый сложный этап работы. А мы сейчас попробуем свой вариант. В центр соберем полоски, а светлые треугольники будут по углам. Потом сделаем продолжение, дорастим углы. Потихоньку заполним оставшееся пространство. Самое главное
чтобы все лоскутки были распределены равномерно. И получается примерно такая выкладка. 6 на 8 блоков. А теперь приступим к сшиванию, соединению блоков. Расскажу вам о хитром приеме, который позволит все сделать буквально за полчаса. Сшивать будем вертикальными колонками. Сначала соединив вместе детали первой и второй колонки, потом третьей и четвертой, затем пятой и шестой. Складываем заготовки вместе лицом к лицу и собираем их стопочкой. Всю стопочку переносим к швейной машинке и начинаем шить. Шьем детали гирляндой, нитки не обрываем, никаких промежуточных стежков между заготовками не делаем. Закончили одну деталь, сделали закрепки, тут же перешли на следующую. Строчка у нас мелкая, крепкая. Закрепки обязательны. Отшитые детали расправляем. Припуски в каждом ряду направляем в разные стороны, чтобы не было лишних утолщений. Так постепенно присоединяем последующие колонки. Когда расправляем, смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все детали держатся на швах, на соединительных нитках. И нам остается только согнуть заготовки и сделать горизонтальные швы. И смотрите, какая красота у нас получилась. Размер 91 на 121 сантиметр. Светлые треугольники задают свой ритм. Когда подбираем лоскутки для проекта, надо представить, что это будет. Мне представлялся большой букет сирени, зеленые листья, душистые гроздья цветов, белая сирень, розовая, лиловая, сиреневая, фиолетовая. Шьем не картину, от нас не требуется фотографическая четкость. Шьем цветовое впечатление и эмоцию. Ну, это мой подход. Девочки, дорогие, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Работу с этой заготовкой мы еще продолжим. А вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!